Огромный привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Бывают дни, которые с первых минут пахнут уже спокойствием. И, конечно, это выходные дни, когда не нужно бежать на работу. Открываю все ставни и окна и впускаю это утреннее солнышко в дом, пока еще не так жарко. Сегодня я решила подарить это утро себе. Жизнь здесь среди этой красоты научила меня главному – не спешить, хотя бы в самом начале дня. Мое утро всегда начинается именно так. Один простой жест, тихий стук ставней, и в комнату врывается этот мягкий итальянский свет. Выхожу на балкон, вдыхаю этот прохладный утренний воздух, несколько минут наблюдаю за природой. Это мой любимый способ напомнить себе, что каждый день – это новое начало. Сегодня я хочу вас взять с собой в один из этих утренних моментов, когда время как будто замедляет свой ход. Зажженная свеча, любимая музыка и завтрак, приготовленный без суеты. Красота в простых вещах. Сегодня мы приготовим простой, но очень вкусный завтрак. Нарезаю банан. Затем беру вот такой белый йогурт, но он сладковатый, очень люблю его. И добавляю к банану. Еще возьму персик, нарежу. Добавлю хрустящих кукурузных хлопьев. И еще украшу кружочками бананов. Все очень просто, но эстетично. И когда все так красиво, даже кажется вкуснее. Так что присоединяйтесь, позавтракаем вместе. Ну и после легкого заряда эстетики и вкусного завтрака пора подзарядиться и физически. Уделю немного внимания и моему телу. Мне уже не 20 лет, и я по мере возможности стараюсь хоть что-то сделать полезное для себя. Хотя, честно скажу, последнее время не всегда я в этом регулярно. Просто не хватает времени, да еще и очень жарко сейчас. Девчонки, напишите, вы чем занимаетесь для поддержания фигуры и как вы избавляетесь от целлюлита. У нас сейчас в Италии так жарко в течение дня, так что после тренировки заслуженный холодный фруктовый сок – это лучшее освежение. А сейчас открою вам небольшой секрет. Смотрите, у меня тут в зале с балкона солнце оставляет на полу яркую полосу. Сейчас я там постелю и лягу загорать. Рядом с домашней пальмой это выглядит как мой личный мини-пляж. Понаблюдайте, может и у вас дома получится словить такую солнечную дорожку. Но прежде чем лечь загорать, я приготовлю обед. Беру картофель, сладкий перец, кабачок, баклажан и лук. Сейчас все это нарежу и отправлю в форму для выпекания. И как раз пока все это будет запекаться, я буду себе загорать, нарезая все овощи средними кусочками. Напишите, вы когда-нибудь так запекали овощи? Во-первых, это получается быстро и полезно, да еще и вкусно. Нарезал все овощи, смешал со специями и отправил в духовку. Вот и вся готовка. И можете нарезать любые овощи, если есть цветная капуста, морковь, все, что есть в холодильнике. Лук я нарезаю крупными полукольцами, чтобы он быстро не горел. А вы, если предпочитаете, можете придавить несколько зубчиков чеснока и отправить к овощам. Тоже получается очень вкусно. Сладкий перец, если купите разных цветов, блюдо получится еще и ярче. Картофель также нарезаю средними кусочками. А теперь добавлю еще и несколько помидорок черри. Также их нарежу на кусочки.
Ну а теперь хорошенько присаливаю. Добавляю черного молотого перца. Вы можете добавлять любые специи на ваш вкус. Еще добавлю сладкой паприки. И еще я добавлю специю, которая называется финокетто. Итальянцы часто ее добавляют к овощным блюдам. Кто живет в Италии, наверняка знают об этой специи. Это сушеные цветочки укропа. И еще добавлю несколько ложечек овощной приправы для вкуса. Добавляю растительное масло. И затем хорошенько все перемешиваю. Мне это удобнее делать руками. Ну и все, отправляем в духовку и пусть запекаются. Если вы хотите, чтобы ваши овощи остались целенькими и красивыми, не перемешивайте их часто, но максимум можете один раз перемешать. Ну и пока мой обед готовится, я уже тут постелила себе, смотрите. И лягу и наконец-то буду загорать. Устраиваюсь себе поудобнее прямо на этой солнечной дорожке. Ловлю лучи, загораю и просто наслаждаюсь моментом. У нас так жарко, что я взяла брызгалку и иногда побрызгиваю себя прохладной водой. Так классно! Тем временем приготовился и мой обед. Смотрите, какие овощи запеченные. Если хотите, можете запечь их еще немного побольше. Вкусно, быстро и полезно, и все довольны. И после сытного обеда, что мы решили сделать с мужем, поехать в сосновую рощу. После душного города этот лес кажется настоящим спасением. Идешь по этим тропинкам и чувствуется легкий хвойный воздух. Этот легкий шорох ветра, пение птиц, немного лесной прохлады. Это так классно! Вы знаете, как я люблю это местечко. Шаг за шагом вдали от городской суеты мы просто наслаждаемся этой тишиной. И посмотрите, что я здесь нашла. Прямо у тропинки в траве я заметила лесную клубничку. Я уже ее попробовала, такая вкусная. Ну и, конечно, я решила ее собрать для дома. Боже, девчонки, она такая крошечная. Совсем маленькая. Такой азарт, хочется собрать как можно побольше. Смотрите, сколько у меня помещается на ладони. Такая маленькая-маленькая. Приедем домой, обязательно что-нибудь испеку. Уже столько идей в голове. Вот смотрите, покажу вам поближе. Видите, сколько ее тут? Так прикольно. Мне даже настроение это подняло. Смотрите, это самая крупненькая. Смотрите, здесь какие красивые цветочки. Обязательно соберу букетик домой. Пойдемте дальше, уже пройдем весь маршрут до конца. Видите, какие здесь высокие сосны? Какие крупные ромашки. Сейчас присядем на лавочку, отдохнем немного. И настоящая классика лесных прогулок. Вот такие мы девочки. Сколько бы нам не было лет, видишь большую ромашку и сразу включается детство в голове. Отрываю лепесток за лепестком, а муж в этот момент стоит рядом с улыбкой и наблюдает за этой сценой. И, кстати, ромашка не подвела, результат получился именно таким, какой мне и был нужен. Хотя совершенно не важно, что покажет результат. Самое интересное – это сам процесс. И мы уже возвращаемся назад к машине. Знаете, обратный путь по той же тропинке всегда кажется другим почему-то. Спокойно себе идешь и начинаешь замечать то, что пропустил в начале. Напишите, вы любите прогулки на природе? Я их обожаю. И надеюсь, что через мои видео мне удается вам передать эту любовь к природе. Смотрите, какие крошечные дикие цветы.
Такие прогулки меня часто вдохновляют, приходят новые идеи. Уже иду и думаю, что я испеку вкусненького из этой лесной клубнички. Ну и на этом наш маленький побег в сосновую рощу подошел к концу. Мы увозим с собой аромат хвои, капельку лесной клубнички и абсолютное спокойствие в душе. Ну и, конечно, букетик полевых цветов. Ну и, возвращаясь домой, заехали в магазин и купили взбитые сливки и слоеное тесто. Так что, когда приедем домой, приготовим вкусные пироженки. Но в такую жару мы просто не могли не остановиться поесть мороженого. Смотрите, Виталий, вот это мороженое очень вкусное. Сколько здесь разных вкусов. Посмотрите, какое оно нежное, сливочное. Я выбрала себе со вкусом лесных орешков и со вкусом йогурта. Очень люблю эти два вкуса. Ну и после такой сладкой остановки можно вернуться домой. Ну и вот этот букетик, который я собрала в лесу. И смотрите, сколько полевой клубнички мы собрали, целую тарелку. И еще по дороге мы нашли немного спелой шелковицы. И я решила, сегодня мы приготовим слоеное пирожное с заварным кремом и ягодами. Вот видите, какое оно получилось? Сейчас мы вместе с вами его приготовим. Ну что, начнем творить магию на кухне. И начнем мы с заварного крема. Для заварного крема мне понадобится 2 желтка, 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки муки, а теперь немного перемешаем и затем постепенно добавим молоко. Молока нужно 250 мл. А теперь я обычно разрезаю лимон пополам, протыкаю его вилочкой, и им мы будем перемешивать крем. И теперь в кастрюльке с антипригарным покрытием варю крем, постоянно помешивая, пока он не загустеет. Крем готов, выключаю. Смотрите, какая у него консистенция. А теперь пищевой пленкой накрываю в контакт. И пусть он остывает. А теперь беру слоеное тесто и нарезаю на квадратики. Если вы чувствуете, что оно немного липнет к рукам, присыпьте его мукой. Разрезали тесто на такие квадратики. А теперь будем формировать наше пирожное. Складываем уголок к уголку и затем ножом для пиццы разрезаем, не доходя до уголка. И складываем вот таким вот образом. Еще раз покажу. Вот такая интересная форма у нас получится. И выкладываю их в форму для выпекания.
Вот покажу вам поближе. А теперь вилочкой протыкаем серединки. Вот таким образом. Ну а теперь возьмем желток, добавим капельку молока, хорошенько перемешаем и смажем вокруг все наши слойки. Я уже смазала все слойки. Духовку я предварительно разогрела на 180 градусов и выпекаю, пока они не станут румяного цвета. А вот они уже становятся пышненькими. Как только они подрумянились, вынимаем. И если они вздулись в серединке, чтобы поместилось побольше крема, я немного приминаю вилочкой. Крем я поместила в кондитерский мешок, так намного удобнее и аккуратнее заполнять пироженки. И заполняю все серединки кремом. Я приготовила пироженки из 2 упаковок слоеного теста. И сейчас их выложу на тарелочки и буду украшать. Уже как аппетитно они выглядят, а мы еще добавим фруктов, украсим, и будет как в кафе. И еще я добавила маленькие листочки мяты для красоты. Тут уже все зависит от вашей фантазии. Смотрите, какие они получились аппетитные. Точно как будто купили их в кафе. И еще как вариант добавлю взбитых сливок. Вы уже делаете, как больше нравится вам. Но учтите, в сильную жару сливки быстро опадают. Это нужно их заполнить сливками и сразу съесть. Видите, какие получились аппетитные? А сейчас я еще добавлю кусочки персиков сверху. И пироженки получатся еще ярче. Представьте, как будет вкусно. Хрустящие слоеные пироженки, домашний шелковистый заварной крем, взбитые сливки, а сверху россыпь яркой клубники и темных ягод шелковицы. И еще немного персиков для яркости. И день, который начался со спокойной атмосферы, завершается вкусом спелой шелковицы и ароматом домашней выпечки. Жизнь в Италии научила меня ценить эти маленькие моменты. Наполнять будни красотой и никуда не спешить, хотя бы по выходным. Я надеюсь, что смогла передать вам частичку этого тепла и умиротворения через экран. Напишите мне в комментариях, какой момент сегодняшнего дня вам понравился больше всего. И если вам было уютно со мной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Прекрасного вам вечера и пока-пока!